Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 15 сентября, выпуск промежуточный, он же экстренный. Экстренный, потому что идет война. На этой неделе попытаемся сделать два выпуска промежуточных. Сегодня первый и если нам ничего не помешает, то сделаем завтра ответы на ваши вопросы. На прошлой неделе вышел такой выпуск, где я отвечал на ваши вопросы. Я надеюсь, вам понравилось, и вы получили удовлетворение от того, что получили, извините за тавтологию, ответы на свои вопросы. Задавайте активнее вопросы в комментариях к этому видео, и завтра, я надеюсь, мы сделаем выпуск, где я отвечу в том числе и на эти вопросы. Так, теперь перейдем к выпуску и к обсуждению основных тем. Основной темой этой недели является мобилизация. Вернее, большой вопрос, объявит ли мобилизацию президент России Владимир Путин. Вчера во время совещания с представителями руководства военного силового блока он объявил, что собирается, еще раз подчеркиваю, что собирается объявить военное положение в 7 субъектах и собирается объявить частичную мобилизацию. Эта информация есть у нас в телеграм-канале, я не буду подробно на ней останавливаться. Я попробую сейчас вам объяснить сомнения, которые терзают Владимира Путина. Ну, во-первых, не все в его окружении поддерживают такое решение. В его окружении большинство, я бы сказал, людей на сегодняшний день, еще раз, это очень важно, на сегодняшний день, потому что в начале войны большинство людей из окружения президента России Владимира Путина были беспрекословно подчинены ему и принимали все решения Путина практически на ура. На сегодняшний день ситуация изменилась коренным образом. Многие люди в окружении президента не готовы принимать его решений, по крайней мере, бездумно. Многие решения поддаются анализу. Многие на сегодняшний день решаются ответить отказом президенту России Владимиру Путину. Так, Александр Бортников, директор ФСБ, вчера во время совещания заявил Путину, что его решения ошибочны, и его служба не будет поддерживать проведение мобилизации и не сможет в полной мере поддержать объявление военного положения даже в 7 субъектах Федерации. Вот в чем дело, оказывается. Оказывается, может Бортников выступить против Путина. Это большое. Это еще не раскол элит, безусловно, в той мере, который может привести к краху системы, но все к этому движется. Это во-первых. Во-вторых, даже среди близких и, что называется, людей из первого круга президента, людей, которые близки к Путину и имеют к нему прямой доступ, не все поддерживают мобилизацию и не все поддерживают решение о военном положении. Надо сказать, мы об этом говорили уже много раз. И я об этом вам говорил и в наших роликах, и писали мы об этом у нас в телеграм-канале, и сообщали, что самый ярый поборник в России мобилизации – это именно президент России. Меня удивляет, когда многие лидеры общественного мнения говорят о том, что Путин не объявит военное положение, не объявит мобилизацию, что ему якобы это невыгодно. При ближайшем рассмотрении этой проблемы, я думаю, что многие со мной согласятся, именно Владимиру Путину нужна мобилизация и была нужна изначально. Именно он был ярым сторонником этих мер. Меня вообще удивляет, честно говоря, я немножко сейчас отвлекусь и расскажу вам свои впечатления от многих лидеров общественного мнения, которые высказывают свою позицию, которая основана на их личных впечатлениях, на их чувствах, на их переживаниях. Я хочу, чтобы вы знали и всегда воспринимали критически любую информацию, в том числе и ту, которую мы подаем. Вообще любую информацию, любую безусловную информацию принимать нельзя. Любую, еще раз подчеркиваю, из любого источника. Всегда думайте, всегда анализируйте и всегда старайтесь воспринимать информацию, насколько это возможно, адекватно.
и объективно. Я понимаю, что это очень тяжело, но я понимаю, что многие рассчитывают на так называемых лидеров общественного мнения, которые высказывают свою позицию. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, большинство из этих людей понятия не имеют, даже приблизительно, э, о чем они говорят. Они передают лишь свои чувства, свои впечатления и свои эмоции. Мне нравится, очень, ну, в кавычках, конечно, нравится, когда многие так называемые ломы говорят о том, когда закончится война, как долго она будет продолжаться, как себе, что думает сейчас Путин и так далее и тому подобное. Абсолютно не зная этого человека, не зная, что, извиняюсь, что происходит в кругу Владимира Путина, не зная, о чем идут разговоры, не зная, какие настроения. И таких людей смотрят миллионы, миллионы, еще раз подчеркиваю, миллионы просмотров. И ну, я понимаю, что лидер общественного мнения для того и есть, чтобы выражать мнение большинства, мнение своих сторонников. И многим очень нравится, когда их позиция, их чаяния передаются в чьих-то словах. Но это далеко от истины. Я бы вам рекомендовал больше смотреть и слушать тех людей, которые в курсе событий, которые являются экспертами в той или иной части высказываний. И поменьше обращать внимание на досужьи домыслы. Я понимаю, когда это красиво звучит, есть такие блогеры, которые очень интересно это преподают, и их речь настолько интересна, настолько захватывает, что даже теряется сам смысл повествования. Вот настолько просто интересна подача, интересна сама форма, а содержание уже не настолько важно. Такое тоже бывает, ничего в этом плохого нет, абсолютно ничего. Много таких людей высказывают позиции, что называется, оппозиционного толка, опять-таки, извините за тавтологию. Но эти люди не являются экспертами в чем-либо, а просто высказывают свое мнение, хоть и остроумно, и интересно. Опять-таки, еще раз говорю, нет ничего плохого в том, чтобы смотреть позиции многих людей. Ничего абсолютно в этом плохого нет. Важно, как вы это воспринимаете, и важно, зачем вы это воспринимаете. Если это развлекательный контент, ну, тоже неплохо и тоже важно. С другой стороны, я хочу вам сказать, что на этой неделе даже подтвердилось несколько наших материалов, которые мы давали и на прошлой неделе, и много ранее, и подтверждается в западной прессе. Я думаю, что многие наши уважаемые зрители и слушатели знают, что еще ни один, еще раз подчеркиваю, ни один наш материал не был опровергнут. Ни один за практически 2 года. По-моему, 27 сентября будет 2 года, как существует наш канал. Ни один материал не был опровергнут. Практически все материалы рано или поздно подтверждаются. Тогда, когда говорят, что просто голословно, что там какая-то информация, которую мы даем, чушь, очень часто потом это в кавычках чушь подтверждается, и многие затыкают свой рот. Но потом начинают открывать рот на другие наши материалы, но это уже не суть важно. То, что в российской власти много действительно шокирующих событий происходит, и много, скажем так, из ряда вон выходящих событий, но так не мы в этом виноваты. Абсолютно не мы. То есть определенная доля, конечно, вины лежит на каждом гражданине России, в том числе и на нас. Но далеко мы не строим политику современной России. Мы пытаемся на нее влиять, и бывает влияем довольно эффективно, что касается блокировки многих решений. Но вот что касается развития политических процессов, к сожалению, на сегодняшний день мы не настолько влиятельны. Так, теперь вернемся к мобилизации. Мобилизация важна президенту России Владимиру Путину уже потому, что на сегодняшний день так называемая специальная военная операция зашла в тупик. И в этом тупике она будет находиться некоторое время, пока украинские вооруженные силы не победят в этой войне. То, что Украина в этой войне уже фактически победила, по крайней мере в российском руководстве, нет сомнений ни у кого. Ни у кого. Нет на сегодняшний день перспектив победы России в этой войне. К сожалению, к счастью, для кого как, я выражаю осторожную свою позицию, потому что знаю практически наверняка, к чему могут привести такие последствия для России. Последствия могут быть настолько плачевны, что не позавидуешь никому, и в том числе и ближайшим странам, и в том числе и, к сожалению, опять-таки Украине.
потому что развал России на множество частей не принесет ничего хорошего, в том числе и Украине. Украинцы должны первыми ратовать за то, чтобы Россия сохранилась по крайней мере, в целостности и сохранности, для того, чтобы впоследствии, признав свои ошибки, Украина получила репарации. Это действительно важно. Это действительно важно для осознания россиян, в какую жопу, извиняюсь, их втянуло российское правительство. Это важно для всего мира, в том числе и для контроля над ядерным оружием. Еще раз подчеркиваю, ничего с точки зрения безопасности, с точки зрения экономики соседних стран нет хорошего в том, если Россия развалится. И, конечно, в первую очередь пострадают граждане России, и пострадают, не просто пострадают, вернутся даже не 90-е годы, вернется средневековье в полном смысле этого слова. Помяните мои слова, к сожалению, я довольно часто бываю прав. Так вот, президент России Владимир Путин ратует за мобилизацию, ратует как никто другой. Сейчас каждый шаг Путина – это шаг в никуда, шаг к ухудшению ситуации. Ситуацию мы уже говорили об этом и с Сергеем Жирновым, и не раз говорили. Ситуация у Путина называется в шахматным термином цунгцванг. Это когда каждый следующий шаг ведет к ухудшению положения. Причем неважно, что это будет за шаг. Согласится он на мобилизацию или откажется. Захочет он все-таки сделать какие-то шаги для того, чтобы выиграть в этой войне. Или сольет ситуацию. В любом случае все идет к ухудшению. В том числе все идет, к сожалению, еще раз подчеркну, увеличиваются шансы на то, что будет внутренний конфликт в России, внутренний вооруженный конфликт, который можно будет охарактеризовать, вероятно, как гражданская война. Только мы отдельно посвятим этому целый выпуск, я вам обещаю, где я детально разберу эту ситуацию, потому что, к сожалению, я знаю, к чему это все идет и чем, вероятно, все закончится. Ну, мы с вами это обсудим позже, а сегодня мы обсуждаем кота, так называемого Шрёдингера, который одновременно и жив и мертв, как и решение президента России о мобилизации, которое он объявил, что примет. Так вот, будем смотреть, как отреагирует Путин после посещения саммита ШОС в эти дни. Он посещает Узбекистан, напоминаю вам, где проходит саммит организации ШОС. Детали по этой теме мы обсудим в другой раз, а принятие решения по поводу мобилизации мы ожидаем уже в понедельник. Сколько еще горя принесет российское руководство в лице Владимира Путина. Я думаю, еще не перечесть, к сожалению, не перечесть. Да, по поводу, нам задают вопрос, сразу отвечу, по поводу черенка лопаты. Никуда не делся черенок на месте. Черенок ожидает Владимира Путина, и поверьте, мы будем движущей силой, которая будет руководить этим черенком. Так, перейдем немножко к другим темам и к другим вопросам. Давайте обсудим еще такую интересную тему, как хотел обсудить здоровье Кабаевой, но давайте отложим на другой момент, на другой день. На сегодняшний день она еще довольно плохо себя чувствует, и после аборта, который заставил сделать ее президент России Владимир Путин, хотел обсудить ситуацию в их семье, но пока не будем. Давайте дадим возможность. По крайней мере, та женщина, которая потеряла ребенка. Я считаю, что этот способ можно назвать насильственным. Да, этот ребенок еще не родился, но это уже был полностью сформированный ребенок. Это срок беременности был более 20 недель. И не имела эта беременность никаких ни социальных, ни медицинских показаний для того, чтобы делать аборт. Заставили буквально, и ухудшилось состояние здоровья у Кабаевой. Не хочу сейчас на эту тему распространяться. Давайте, пускай здоровье стабилизируется, тогда обсудим эту тему. Сейчас обсудим ситуацию на границе. Давайте, наверное. Довольно важная тема, довольно важная. Губернатор Белгородской области обратился к Путину с просьбой разрешить ему провести
провести эвакуацию, по крайней мере, некоторых районах, которые граничат с Украиной. Путин не разрешил, я уже вам рассказывал, и, по-моему, в YouTube-выпусках, и точно описывал эту ситуацию в Телеграм-канале. Мнение Путина, что состоит в том, что в Белгородской области проживает большинство украинцев, и когда идут обстрелы Белгородской области, Путин считает, что это украинцы обстреливают украинцев, и пес с ними, пусть друг друга поубивают. Именно такое мнение президента России, которое касается одного из регионов России, на который, судя по всему, Владимиру Путину наплевать. Ну, Владимиру Путину, кроме себя, конечно, наплевать на все. И кроме своего места в истории, и кроме своего места в этой вселенной. Он считает себя пупом вселенной. Так вот, все остальное, на все остальное ему плевать. Откровенно плевать. Мы рассказывали о том, что Владимир Путин проводил на прошлой неделе в пятницу 9 сентября совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации. Потом было конструктивное обсуждение в узком кругу нескольких вопросов. Тоже довольно важное событие. Довольно важно, потому что сейчас, после эффективного контрнаступления украинских войск в Харьковском направлении, после освобождения практически всей территории Харьковской области, которую Путин уже считал своей практически, и собирался, действительно, у него были планы на то, чтобы завоевать Харьков немного позже, отложив эти планы, да, потому что не было сил. Но сейчас он с этими планами распрощался, как и многие другие, и сейчас более трезво оценивает ситуацию, но вот его предупреждали во время этого совещания, что во время отступления российских войск и во время вывода беженцев, кто эти беженцы, да, в основном те граждане Украины, которым, кому насильно, кому добровольно всучили российские паспорта, которые кто насильно, кто добровольно сотрудничали с российскими, давайте говорить откровенно, оккупационными войсками. В ситуации захвата этих регионов. И эти люди попытались, конечно, сбежать, и по большей части у них это получилось. Так вот, как доложили президенту России Владимиру Путину, вместе с этими беженцами в Россию попали еще раз подчеркиваю, более 100 разведывательно-диверсионных групп, так называемых РДГ. ДРГ, извиняюсь, диверсионно-разведывательных групп. И это может довольно серьезно, если это действительно так. Еще раз подчеркиваю, если это действительно так, это может довольно серьезно изменить ситуацию не только на фронте, но и психологическую ситуацию для многих людей, которые живут в приграничных районах. Я не думаю, чтобы если это действительно так, чтобы эти диверсионно-разведывательные группы действовали против гражданского населения. Я думаю, что возможно какие-то действия против инфраструктуры, зеркальные действия, когда российские войска выводят из строя гражданскую инфраструктуру в Украине. Я думаю, возможно, еще раз подчеркиваю, возможно, действия диверсионно-разведывательных групп украинских, если они действительно проникли на территорию нескольких приграничных областей, возможно, зеркальные действия на территории России. А возможно, не только в приграничных районах. Возможно, это перекинется и дальше. Так, ситуацию немножко рассказали, объяснили. Задавайте вопросы в описании к этому, не в описании, извиняюсь, в комментариях к этому ролику, и я с удовольствием постараюсь завтра на них ответить. Я надеюсь, этот формат вам нравится, и мы будем его дальше продолжать. Все, на сегодня давайте, наверное, это все. Грядут большие перемены. В этом не сомневайтесь. Скоро все узнаете, все увидите. Грядут действительно большие перемены. Я надеюсь, что мы будем в авангарде событий. Поддерживайте нас. В описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon. Для нас это действительно важно. Многие там скептически относятся к рекламе в нашем канале. Но учтите, что мы не работаем на деньгах
чего бы это ни было, бюджета российского или любой другой страны. Все деньги, на которые мы существуем, на которые мы осуществляем свою деятельность, мы зарабатываем сами. И мы не гнушаемся в том числе зарабатывать ее честно на рекламе, в том числе в наших каналах. Не гнушаемся, еще раз подчеркиваю, нас никто целенаправленно не спонсирует, ни одно государство, и мы существуем на самообеспечении. Поэтому надо отнестись с пониманием. Я знаю, что многие из вас относятся к этому с пониманием, в том числе и реклама, в том числе и на ваше пожертвование мы существуем, и наша деятельность развивается именно благодаря вам. Поэтому есть подписка на наш Patreon. Кто считает возможным, поддерживаете. Есть подписка на спонсирование нашего канала в YouTube, тоже помогаете. Есть для донатов наши криптовалютные кошельки. Если есть возможность, еще раз подчеркиваю, мы уже скоро проявим свою деятельность в полном объеме и расскажем, что мы уже сделали. Я думаю, что это произойдет в ближайший месяц. Мы не хотим давать фальшстарт, но в то же время и не будем затягивать. Все, на сегодня все. Большое спасибо, что были со мной. Мы с вами, надеюсь, завтра проведем выпуск с ответами на ваши вопросы. Еще раз подчеркиваю, комментарии, пожалуйста, оставляйте с вашими вопросами. И обязательно у нас будет, конечно, выпуск итогов недели с Сергеем Жирновым, где мы, возможно, раскроем часть из того, что еще не раскрывали. Все, большое спасибо. Всего доброго. Мы вас любим, и это главное. Всего доброго. До свидания. Я не забыл.